Итак, hi guys! Сегодня хотел бы вам в этом видео показать и рассказать о таких гаражных историях, которые я планирую запустить на свой канал, так как я работаю в автомастерской в Канаде, и здесь, когда ты начинаешь общаться с автовладельцами раритетных автомобилей, ты начинаешь узнавать очень много историй различных, они очень интересные, и также историю автомобилей, над которыми мы работаем. И вот сегодня одна из таких вот историй, к сожалению, она будет печальная для этого автомобиля. Я вам хочу рассказать и показать историю, покажу состояние этого автомобиля и покажу вообще, что произошло с этим автомобилем. Вот, это видео будет не слишком долгим, но оно будет информативным, интересным, и я надеюсь, что такой формат зайдет вам будет интересно вообще посмотреть и послушать, и посмотреть состояние автомобиля, узнать их историю и вообще происхождение, и что с ними происходит дальше. Поэтому не буду затягивать. Это у нас, ребята, Pontiac Palmount. Вот в таком состоянии. Он на вид кажется весь ржавым, но на данный момент, но на самом деле он был полностью сгоревшим. То есть автомобиль полностью горел. История такова, что он стоял в гараже, и гараж полностью загорелся. Гараж загорелся, и в этом гараже стоял вот этот прекрасный автомобиль, и он полностью дотла выгорел. Но также есть уцелевшие детали, я вам сейчас их покажу. И знаете, что самое печальное в этой истории? В том, что состояние на самом деле этого автомобиля просто восхитительное на самом деле. На первый взгляд кажется, что это полностью уже ржавое ведро, но это он покрылся ржавчиной, потому как оно стояло на улице около 2 недель, и это все постоянно под дождем, поэтому он покрылся ржавчиной. Но до этого посмотрите на состояние, нет ни одной сквозной дырки, ни одной просто. Вот эти вот прорези, это уже я выпиливаю, вырезаю, так как мы хотим сохранить этот пол. У нас есть вот такой вот Pontiac GTO, и вот этот пол, он подходит вот на этот GTO, поэтому он будет переброшен туда, потому что там намного хуже состояние. Вот. И я реально удивлен и в шоке с того, какое же крутое состояние на самом деле представляет этот автомобиль. Но так как я и сказал, плохая сторона вообще, и почему это печальная история, потому как владелец этого автомобиля не хочет его восстанавливать, и скорее всего, уже, наверное, 95% этот автомобиль пойдет под пресс на металлолом. Вот, мы сейчас из него изымаем то, что мы можем, то, что нам необходимо для того автомобиля. И, как вы уже видите, в багажнике мы уже наскладывали вырезанные части, просто металл, который также мы сдадим на металл. Вот, это просто огрызки, куски из предыдущих автомобилей, которые мы чинили, вырезали металл и так далее. Поэтому это уже все, это уже как бы мусор. Вот. И это печальная история на самом деле, потому что состояние машины ну просто супер. И сейчас я вам покажу, как можно было бы ее привести в чувство, привести в отличное состояние при помощи, давайте я даже не буду выключать камеру, я вам покажу, при помощи пескоструя, ребята. Вот это перед вами, это те детали, которые в момент пожара находились на реконструкции, на восстановлении. И как вы видите, это 2 крыла, это капот и это багажник. И они все просто после пескоструя выглядят фантастически. Вы думаете, что это только снаружи, но нет. Они выглядят и внутри вот так вот. Посмотрите на это состояние. Ни одной дырочки, ни одной ржавчины. И так вот каждая из этих деталей. Вы представляете? Состояние автомобиля просто феноменальное. То есть человек планировал восстановить этот автомобиль, и практически все запчасти, которые были отсоединены от машины, от автомобиля, находились в этот момент на реставрации.
И то есть сама машина, там с двигателем, с трансмиссией, с проводкой, она вся полностью сгорела. Уцелел даже салон, кстати. Вот такие вот подкрылки, это тоже с этого автомобиля. Посмотрите на состояние, оно новое, это новые подкрылки. Салон. Вот это салон с этого автомобиля, посмотрите состояние. Это просто что-то. То есть качество, это, представляете, оригинальная кожа. Оригинальная, ей 30 лет. Понимаете, если не больше. О, это капец. И вот это, кстати, тоже, ребята, бампера от нее. Посмотрите на это. Честно вам скажу, у меня были разные автомобили, но в Украине. И им было максимум там 15 лет, 20, да. Но состояние даже тех автомобилей было далеко от состояния вот этих запчастей. То есть я имею в виду за бампера, я имею в виду за какие-то капоты, крылья и так далее. То есть есть реально машины, которым намного меньше лет, но чтобы вот так вот состояние было, ну, вы так не встретите, вы не найдете. Посмотрите, оно просто как будто бы только его купили, как будто бы оно просто новое. Просто жесть, просто жесть. В общем, и история такова, что вот эти запчасти, которые я вам только что показал, давайте я вам еще вот покажу, тут фары. Были вот фары вот такие. Есть какие-то еще тоже кусочки, запчасти. Сейчас вам покажу. Вот это оправы для фар. Они также абсолютно новые, они хромированные. Каждый болтик на месте, без ржавчины, без ничего, посмотрите. И тут тоже есть какие-то запчасти, которые фиксируют, держат где-то что-то. В общем, история такова, что вот эти все запчасти, которые за моей спиной, они будут распроданы, они будут проданы на маркетплейсе, скорее всего, и как для людей, которые восстанавливают такие же автомобили. Вот. И да, друзья, если вы меня спросите о том, почему владелец автомобиля не хочет или не хотел восстановить эту машину после пожара, такого ответа у меня нет, но я все-таки думаю, склоняюсь к тому, что он просто устал. И это тянет за собой деньги. Знаете, когда вы строите что-то очень долго, и потом получается вот такое, как получается с этой машиной, то есть все сгорело практически, то, знаете, силы, руки опускаются после этого, поэтому он просто решил закончить с этим проектом и все. И взять, знаете, такую передышку в своей жизни и подумать, может быть, в будущем он какой-то проект еще, говорил, возьмет. Но на данный момент, то есть он сказал, я сдался, то есть все, меня с автомобилями абсолютно ничего теперь не связывает. Я просто хочу выдохнуть и забыть об этом моменте, и просто заберите этот автомобиль и распродайте его. В общем, собственно говоря, это и произошло. На данный момент я практически достал уже пол, и сегодня вечером она уже уедет у нас на металлолом. Вот такая вот грустная на самом деле история. Хотя на самом деле, по факту, как я уже сказал, отвезти в пескоструй, отпесочить ее, и будет просто лучше, чем большинство. Вот все те автомобили, которые вы видите, стоят сзади меня, вот это состояние лучше, чем все три тех автомобилей. Она лучше всех тех автомобилей. Реально это 100%. Я еще не видел такого состояния хорошего, как этот автомобиль. Тут ни одной дырки нет. Просто ни одной дыры нет сквозной. Это просто шок, я не знаю. Вот такая у нас, ребята, получилась гаражная история. Кстати, еще договорю быстренько. Те запчасти, которые выставили вчера, вот эти вот двери, крылья были, капот, бампер, подкрылки. Уже сегодня приезжал только что мужик, и купил 4 вещи. Он купил крылья, купил двери. Вот. И сейчас едет еще второй мужик смотреть запчасти, которые остались. Потому что на самом деле какой-то ажиотаж за эти запчасти. Я вообще в шоке. Но просто прикол в том, что они от пескоструя, они готовы уже к покраске. Они в идеальном состоянии. И там нет тоже дыр, там не будет шпаклевки, там не будет, не знаю, файбергласса, там не будет вариться что-то. То есть там оно уже готовое к покраске. Да, нужно где-то будет в любом случае поднести шпаклевку, но это уже мелочи, ребята. Поэтому ажиотаж на эти запчасти просто дикий. Я на самом деле первый раз сталкиваюсь вообще с продажей запчастей здесь. И вижу то, что здесь это так востребовано, и люди ищут, выискивают. И да, это, по-моему, 66-й или 67-й год автомобиля, и тем не менее люди по сей день ищут эти запчасти, потому что найти их в таком состоянии просто невозможно. И все запчасти, которые у нас еще есть по хрому, то есть это какие-то окантовки вокруг зеркал,
вокруг фар и так далее, то есть они вообще не продаются. То есть с этого автомобиля мы их оставили себе для того, чтобы поставить на тот GTO, потому что в таком состоянии, в котором они были, их просто не найти, они бесценны. И продавать их вообще нет смысла ни за какие деньги. Сколько бы вам ни предложили, это не имеет смысла. Вот такая вот ситуация. Вот такая вот, ребята, гаражная история получилась. У меня есть еще несколько таких историй интересных. Если вам будет интересно, дайте мне знать в комментариях, пишите комментарии, ставьте лайки. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!